Приветствую всех, с вами Валентина Лыкина. Это видео посвящено сапожку в виде зайчика. Для работы вам потребуется уже готовый сапожок. У меня есть подробнейший мастер-класс по вязанию такого сапожка узором ротанг. Информацию о мастер-классе, а также ссылку на видеообзор я для вас оставила в описании под этим видео. В данном видео я покажу, как выполнить меховую обвязку сапожка, а также мы вместе с вами будем вязать ушко зайки, выполним меховую обвязку, а также я покажу, как сделать так, чтобы ушко держало форму. Для вязания ушек вам потребуется та же пряжа, что и на сапожок. Я использовала трикотажную пряжу бисквит. Это ниточка лицевой нарезки. Цвет у меня серый меланж. И характеристика данной пряжи сейчас на вашем экране. В составе 100% хлопок. Длина нити в моточке 100 метров на 330 грамм. Ширина нити 7 миллиметров. Ссылку на сайт производителя, а также промокод на 10% скидку я для вас оставила в описании под этим видео. Трикотажной пряжи на одно ушко уходит около 30 грамм. Для декоративной обвязки вам потребуется любая пушистая нить. Я использовала пряжу от производителя Ернард под названием Минк. Характеристика данной пряжи сейчас на вашем экране. Моточек этот 50-граммовый и в нем 75 метров. Стопроцентный полиамид. И эта нить достаточно тонкая, поэтому я вязала в два сложения. И при таком использовании расход пряжи составил около 20 грамм на 2 ушка и обвязку сапожка. Всего 20 грамм. Приобретала я эту пряжу на Озоне. Просто набираете название и заказываете. Там доставка бесплатная и можно выбрать различные оттенки. Для вязания потребуется 2 крючка. Первый крючок это номер 6, он для вязания из трикотажной пряжи. Второй крючок номер 4. В том случае, если вы выбрали такую же пряжу и будете вязать в два сложения. Номером 4 мне было удобно провязывать столбики. Кроме этого, вам потребуются маркеры, иголочка для того, чтобы пришить ушки, а также для того, чтобы форма ушек держалась, понадобится любая толстая проволока. Около 30 сантиметров уходит на одно ушко, а также малярный скотч. Позже покажу, зачем он нужен. На этом все, и давайте приступим к вязанию. Для того, чтобы ушки могли принимать абсолютно любую форму, мы будем использовать проволоку достаточно толстую, но она хорошо гнется. Для этого мы подгибаем вот так хвостики. Здесь их между собой стыкуем, складываем, хорошо зажимаем. И затем для того, чтобы у нас вот эти края не кололись, нигде не вылазили, мы берем малярный скотч и хорошенечко, прижимая его, обматываем всю эту конструкцию. Ну вот такая заготовка получилась. Вяжем ушко, отмеряем хвостик около 5-7 сантиметров, укладываем крючок вот таким образом, поднимаем хвостик вверх и разворачиваем крючок. Укладываем рабочую нить таким образом, чтобы ребро изнанки всегда была видимой частью. Захватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Первый узелок мы никогда не считаем, его в дальнейшем будем распускать. И набираем цепочку из 10 воздушных петель. Захватываем рабочую нить и протягиваем через рабочую петлю на крючке. Так провязали первую воздушную петлю. Далее делаем все то же самое. Захватываем рабочую нить и провязываем через рабочую петлю на крючке. Так выполнили вторую воздушную петлю.
Вяжем третью, четвертую и так далее. Всего 10. Фиксируем маркер на 10-ю воздушную петлю, которую сейчас провязали. Рабочая петля — это та, которая у нас двигается на крючке. Пересчитываем, чтобы точно было 10 петель, и обязательно сразу распускаем узелок в самом начале. Вяжем первый ряд. Делаем одну воздушную петлю на подъем. Она относится к той точке, где зафиксирован сейчас маркер. И следующую петлю этого ряда мы провязываем уже после маркера. Для этого мы переворачиваем цепочку и видим вот такие дужки. За них будем формировать столбики без накида. От крючка отступаем первую, вторую и под третью вводим крючок. Она как раз располагается после маркера. Вводим крючок таким образом, чтобы захватить одну ниточку. С изнанки у нас должно быть их 2. И крючок уведен как раз после маркера. Укладываем рабочую нить таким образом, чтобы всегда видели ребро изнанки нитки. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на высоту рабочей петли на крючке, подхватываем рабочую нить и довязываем столбик. Сейчас у меня в ряду провязано 2 петли. Первая — это петля подъема, вторая — это столбик, который сейчас провязали. Далее необходимо начать ввязывать основу. Мы вводим крючок под следующую дужку за одну ниточку, подхватываем рабочую нить и вытягиваем. Далее вкладываем между вытянутой петлей и рабочей нитью основу. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Двигаемся далее, вводим крючок под следующую дужку, захватываем рабочую нить, укладываем основу из проволоки, подхватываем рабочую нить и довязываем следующий столбик. Так мы вяжем на протяжении всей этой цепочки столбики без накида. И когда немножко провязали, можно подтянуть основу для того, чтобы вот этот хвостик спрятать вовнутрь столбиков. Вот так вот. Довязав до конца цепочки, обязательно пересчитываем. У нас должно быть 10 столбиков. Первая воздушная петля, затем второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10. Всего 10. То есть мы набрали цепочку из 10 воздушных петель и провязали 10 столбиков в верхней части. Далее на повороте нам необходимо в последнюю петлю цепочки провязать всего 3 столбика. Таким образом мы перейдем на противоположную сторону данной цепочки. Первый мы уже провязали, затем мы подгибаем основу в нужном нам направлении и вводим крючок в последнюю петлю, там где сейчас уже провязан столбик. Вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее наверх, захват рабочей нити, провязываем столбик. Опять подгибаем основу, вводим крючок еще раз и провязываем еще один столбик без накида. Таким образом, в последнюю петлю мы провязали 3 столбика. Теперь необходимо затянуть вот это отверстие. Мы просто немножечко здесь расправляем и тянем за хвостик, который у нас здесь оставался. Затягиваем это отверстие максимально, для того, чтобы в дальнейшем здесь не образовалось отверстий. На противоположной стороне мы формируем столбики за вот эту верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, ввязывая основу и хвостик, который у нас остался от начала вязания. Мы находим следующую точку, вот она петля располагается, под нее мы вводим крючок. И обратите внимание, что в этой области у нас располагается столбик, как раз в этой же точке, где мы сейчас ввели крючок. Мы укладываем хвостик, основу, можно здесь даже вот так сделать.
захватываем рабочую нить, протягиваем через основание, вытягиваем ее наверх, захватываем рабочую нить и формируем столбик без накида. Хочу обратить ваше внимание, что так как мы провязывали 3 столбика в последнюю петлю, один столбик относится к этой стороне, один столбик относится к этой стороне, а по центру у нас добавился еще один столбик. Таким образом, один, второй и третий. Сейчас на этой стороне я провязала всего 2, первый, второй. Переключаюсь на следующую петлю основания, ввожу крючок и формирую третий столбик и так далее. Всего 9 столбиков без накида в этой области провязали. Остался последний, 10 на этой стороне. И переходим на закругление и завершение ряда. Там, где сейчас зафиксирован маркер, это точка, где должны сформировать последний 10 столбик. Ему мы вяжем не за 2 ниточки, а за одну крайнюю. Вот таким образом вводим крючок и формируем последний 10 столбик на этой стороне. Остается довязать последний столбик, выполнив такое же закругление, как и на противоположной стороне. Здесь в последнюю петлю мы формировали 3 столбика, и в этой области должно быть то же самое. Вот она у нас последняя петля. Здесь в самом начале мы провязали подъемный столбик, он у нас первый. И на этой стороне мы тоже провязали последний 10 столбик в эту же точку. Таким образом, вот он первый, второй столбик. И сейчас я еще раз ввожу крючок в эту же петлю и довязываю последний столбик без накида. Перед тем, как завершить этот ряд, обязательно проверьте, у вас должно быть в последней точке провязано по 3 столбика. На этой и противоположной стороне у вас должно быть по 10 столбиков без накида. Вытягиваем рабочую петлю на крючке, вынимаем крючок, находим первый столбик и второй. Вот он, первый столбик и второй столбик. Между ними под вот эту верхнюю петлю с изнанки на лицевую сторону вводим крючок. Подхватываем петлю, которую вытягивали, и протягиваем через основание. Вынимаем крючок и держим эту петельку. Вот так должно у вас все здесь получиться. Вводим крючок под те 2 ниточки, которые сейчас тянули в эту сторону. Ввели крючок вот таким образом между первым и последним столбиком. Вводим крючок в ту петлю, которую держали, которую протягивали. Вот такая конструкция у вас должна получиться. Захватываем рабочую нить и протягиваем на лицевую сторону. Получили рабочую петлю на крючке. Далее нам необходимо сделать разметку следующим образом. Мы находим вот эти 3 столбика и фиксируем маркер на первый и третий за верхние петли. Первая, вторая, третья. Далее от этих точек отступаем по 3 петли. Первая верхняя петля, вторая и под третью фиксируем маркер. С этой стороны делаем то же самое. Первая, вторая и под третью фиксируем маркер. Вяжем второй ряд. В этой области мы будем формировать столбики без накида. Сейчас у меня уже есть рабочая петля. Я захватываю рабочую нить и провязываю подъемный столбик. Переключаюсь на следующую петлю основания. Ввожу крючок за 2 нити, подхватываю рабочую нить и формирую очередной столбик без накида. Я довязываю столбики без накида до той точки, где у меня зафиксирован первый маркер. На очереди у меня первый маркер, и здесь у меня располагается 3 петли. В каждую петлю я сформирую полустолбик с одним накидом. Я делаю накид. Ввожу крючок в основание, захватываю рабочую нить, вытягиваю. На крючке сейчас 3 петли.
Я захватываю рабочую нить и провязываю через все петли на крючке. Первый полустолбик готов. Вяжу в следующую петлю второй, делаю накид, ввожу крючок в петлю основания, захватываю рабочую нить, вытягиваю на крючке 3 петли, захватываю рабочую нить и провязываю через все петли на крючке, сформировав второй полустолбик, и довязываю в следующую петлю последний полустолбик, делаю накид, захватываю рабочую нить, захват рабочей нити, провязываю через все петли на крючке. Я подошла к той точке, где у меня зафиксированы маркеры, выделяющие закругление 3 петли, в каждую из которых я буду выполнять прибавки, состоящие из столбиков с одним накидом. Нахожу первую петлю, где у меня зафиксирован первый маркер. Я его убираю, делаю накид, ввожу крючок в основание этой петли, захватываю рабочую нить, вытягиваю. На крючке сейчас 3 петли. Я захватываю рабочую нить, провязываю через 2 петли на крючке. На крючке сейчас осталось 2 петли. Опять подхватываю рабочую нить и провязываю еще раз через 2. Так я сформировала столбик с одним накидом. В эту точку я должна провязать 3 столбика с одним накидом. Первый я уже провязала. Делаю накид, ввожу крючок в эту же точку, где сейчас сформировала столбик, захватываю рабочую нить, вытягиваю. На крючке 3 петли. Захват рабочей нити провязываю через 2. На крючке осталось 2 петли. Опять захватываю рабочую нить и еще раз через 2 провязываю. В петлю я провязала уже 2 столбика с одним накидом. Довязываю последний, третий, делаю накид, ввожу крючок в основание, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Захват рабочей нити провязываю через 2, захват рабочей нити и еще раз через 2. Таким образом, в первую петлю я провязала 3 столбика с одним накидом. На очереди у меня вторая петля закругления. Здесь я буду провязывать также столбики с одним накидом, но немножко в другом количестве. Делаю накид, ввожу крючок в основание, подхватываю рабочую нить, захват рабочей нити провязала через 2, опять захват рабочей нити и еще раз через 2. Первый столбик с одним накидом провязан. Далее формирую пико. Делаю 2 воздушные петли, провязываю первую и вторую воздушную петлю. Далее крючок возвращаю в основание столбика с одним накидом. Вот оно, основание. Я ввожу крючок в петлю и под вторую ниточку тоже ввожу крючок. Таким образом, у меня сейчас рабочая петля и 2 ниточки я захватила. Захват рабочей нити протягиваю через основание, а затем через рабочую петлю на крючке. Теперь мне необходимо сформировать такой же столбик с одним накидом в эту же точку. Я делаю накид, ввожу крючок в основание второй петли на закруглении, захватываю рабочую нить, вытягиваю, захват рабочей нити провязала через 2 петли, захват рабочей нити и провязала еще раз через 2. Таким образом я сформировала столбик с одним накидом, пико, и провязала еще один столбик с одним накидом. Переключаюсь на последнюю петлю на закруглении по счету номер 3. Здесь я должна сформировать такую же конструкцию, как и в первую петлю. 3 столбика в одну точку. Я делаю накид, ввожу крючок в основание, провязываю первый столбик, затем провязываю в эту же точку второй столбик с одним накидом и повторяю еще раз, довязывая третий столбик в одну точку основания. Прибавки на закругление выполнены, и в этой области далее мы выполняем то же самое, что и с этой стороны, провязывая 3 полустолбика с одним накидом, включая точку, где располагается маркер. Делаем накид, вводим крючок
в основание, захватываем рабочую нить, вытягиваем на крючке 3 петли, захват рабочей нити и провязываем через все петли на крючке. Первый полустолбик сформирован, двигаемся далее. В следующую точку основания мы провязываем такой же полустолбик. Он по счету у нас номер 2. И там, где располагается маркер, мы делаем накид, вводим крючок в основание и формируем последний полустолбик. Далее переключаемся точно так же, как и на этой стороне, на столбики без накида, довязывая до конца этого ряда, останавливаясь на последней петле. В последнюю петлю этого ряда, а как раз она располагается по центру на закруглении, где мы формировали 3 столбика в одну точку, это получается петля вторая. В нее необходимо выполнить прибавку, состоящую из 2 столбиков без накида в одну точку. Я ввожу крючок под эту петлю, захватываю рабочую нить, вытягиваю, провязываю первый столбик, а затем в эту же точку ввожу крючок и формирую второй столбик. Далее необходимо обрезать ниточку, оставив около 10-15 сантиметров, и закрыть ряд следующим образом. Мы вытягиваем петлю на крючке, и теперь необходимо проложить между первым и последним столбиком вот такую верхнюю петлю. Я нахожу первый столбик и второй. Между ними под верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, ввожу крючок, захватываю обрезанный хвостик и протягиваю через петлю основания. Теперь необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла. С изнанки нахожу дужку, это задняя стенка от столбика, и центр петли, откуда вышла эта нить. Вот так это должно выглядеть. Захватила в итоге 2 ниточки. Подхватываю хвостик и протягиваю его полностью. Теперь необходимо подтянуть все петли и спрятать этот хвостик в полотно. Остается лишь выполнить обвязку. Как я уже говорила, буду использовать 2 ниточки. Одну я получаю снаружи, другую тяну изнутри клубка. Провязывать буду столбики без накида, как я вот и в первом ряду провязывала. И вводить крючок за вот эту верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек. Начну вот с этой области. Подхватываю рабочую нить, вытягиваю. Хвостики сразу ввязываем в полотно, они смешаются с общей массой, их будет не видно. Захватываю рабочую нить и формирую столбик. Далее в каждую такую петлю я ввожу крючок за 2 ниточки и формирую столбики без накида. Рабочую петлю на крючке не стягивайте, а ведите ее к той точке, где необходимо ввести крючок в основание за 2 ниточки, для того чтобы она не была стянута, и формируйте столбик без накида. В той области, где располагается пико, мы также подхватываем вот эти верхние петли. Вот она следующая, потом здесь петля, здесь и так далее, перешли уже на следующую сторону. Таким образом вяжем на протяжении всего этого ряда. Провязав последний столбик основания, мы обрезаем ниточку, оставив хвостик около 10 сантиметров. Вытягиваем эту петлю и эту ниточку прячем в полотно. Делать это удобнее с помощью иголочки. Просто вот так ведем ее в другую сторону, зашиваем в полотно. Декоративная обвязка сапожка выполняется только после тщательного ВТО и классической обвязки края изделия. Начинаем мы с любой точки, вводим крючок в центр
петли от обвязки таким образом, чтобы подхватить одну ниточку от петли, в которую мы сейчас ввели крючок, и в верхней части у нас еще одна петля располагается. Беру я так же, как и для обвязки ушек, 2 нити, подхватываю и протягиваю через основание. Формирую подъемный столбик. Далее хвостики эти буду ввязывать в полотно, а в каждую такую петлю формировать по 2 столбика без накида, для того, чтобы в верхней части сформировать плотный меховой край. Довязываем до конца этого ряда и закрываем его таким же способом, как и в ушках. Ушки пришиваются достаточно простым способом. Я выбрала точки, в которых буду их фиксировать. У меня это 8 ряд. Одно ушко я уже зафиксировала. И сейчас то же самое сделаю со вторым. Отмерила трикотажную пряжу около 50 сантиметров. И теперь мне необходимо проколоть в этих точках, где у меня будет фиксация, чтобы хвостики у меня снаружи были. Вкалываю иголочку и провожу нитку внутри. Все, хвостики у меня снаружи. И теперь такие же точки мне необходимо найти на ушке. Нижнюю часть я вкалываю в нижней части уха. И теперь нахожу там, где я набирала цепочку из воздушных петель, вот примерно 2 воздушная петля здесь. И здесь я провожу второй хвостик. Вот так это должно быть. Теперь необходимо затянуть эти ушки и посмотреть, как будет выглядеть готовый результат. Меня он устраивает. Хорошо затягиваю. Важно перед тем, как вы будете пришивать, растянуть трикотажную пряжу для того, чтобы она в дальнейшем у вас не вытянулась и ушки не болтались. Хорошо затянули и теперь завязываем узелок. То же самое делаем и со вторым. Для того, чтобы надежно зафиксировать ушко к корпусу корзины, нам необходимо проложить еще один стежок в противоположную сторону. То есть, если первый у нас был вот в таком положении, то второй необходимо выполнить вот так. Мы находим траекторию, куда необходимо пришить. Обязательно смотрим в этой точке, где у нас располагается, и вкалываем иголочку. Сначала вовнутрь, а потом выводим ее наверх к той ниточке, которая у нас здесь осталась. Вот так я вывела. И теперь для того, чтобы соединить, нам также необходимо, как и в первом случае, завязать на узел. Теперь это ушко надежно зафиксировано. Мы эти хвостики прячем в полотно вот в этой области, вовнутрь корзины. Со вторым ухом делаем все то же самое. На этом мастер-класс завершен. Я надеюсь, он вам понравился. Отмечайте меня в соцсетях, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Это очень помогает развитию моего канала. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!